Гутен так, ребята, вечер в хату, это снова я, Петрович, который помогает Викторовичу комментировать видео. Мы продолжаем собирать ретро-трициклы из древних запчастей и всякого хлама. В этом проекте у нас ограничения, никаких новых деталей, и все своими руками. Ну что, погнали дальше. В прошлой серии мы остановились вот на таком виртуальном капотике из труб, который очень многие оценили, поэтому ему здесь быть. По правде сказать, капот не планировался, но походу, оказалось, что он нужен, так как трубами мы скрепили все в кучу, передок с мотором, поперечную трубу и коляску. Тут такая, ребята, фигня получается, раз есть капотик, то уже нужна и решетка. Многие из вас писали, что решетка здесь будет лишняя, так как через нее не видно двигатель. Викторовичу то и работы так меньше, но он посидел, подумал, и решил все-таки сделать решетку, но такую, как и капотик, как бы решетка и не решетка, ведь сквозь нее точно все пролезет. Если не оцените, демонтируем. Скажу вам так, поначалу Викторович планировал сделать не бомбочку, а древний трицикл из того, что попадется под руку, допотопное, смешное или не в тему, ведь в прошлом веке у людей не было возможности как сейчас. Но по мере собирания, Викторовичу то не смотрится, то не в тему, то еще какая-то зараза. 24/7 ему не дает покоя то, что у стекла высота больше ширины, и оно не смотрится, а шире сделать не получается так, как коляска, узкая. Но вот, когда появился капотик, Викторович увидел, что боковые стекла можно поставить на трубы, тем самым можно расширить лобовое стекло где-то на 3 пальца, хоть это и немного, но уже стекло будет квадратное. Решено. Все переделывать ради 6 сантиметров. Все-таки размер имеет значение. Боковые зеркала были установлены на коляске, так как в прошлых сериях вы забраковали квадратное стекло и писали, что закругленное из пластика будет смотреться лучше. Теперь трубы капота не дадут их там же закрепить, поэтому зеркала мы перенесем туда, где они и планировались, на стойки стекол. Сделали вот такие кронштейны. Ну что, братва, я знаю, вы ждете раскладную крышу. Не каждый день, к сожалению, приходится делать раскладные крыши. Викторович не заканчивал крышераскладывательный факультет, поэтому принимайте то, что получится. Из таких вот прутков сделали каркас. Пока стентом для крыши неизвестно, закрепим запаску. Запасное колесо не было прикручено, теперь когда вырисовывается крыша, можно найти место запаски. Из таких вот запчастей делаем крепление. Позже снимем крыло и приварим кронштейн запаски к кронштейну крыла.
Для крыши тент можно было бы сделать вот с такого дермантина, но так как он новый, то не будет вид древнего. К тому же Викторович не уверен, что у него с крышей все получится, поэтому было решено найти какой-то старый брезент и потренироваться на нем. Ну а если все получится, то он будет в качестве макета для изготовления нормальной крыши. Брезент оказался очень старый, дряхлый, местами пересохший, но другого, к сожалению, не было, решено было делать из него. Профессиональным раскройщикам и швеям сейчас лучше отойти от экранов. У нас рубрика «Своими руками». Сделали вот такую прижимную пластину. Вот такая, ребята, получилась у нас с вами чудо-крыша. Подписчики советовали сделать багажник на запаску, можем предложить вот такой ретро-багажничек. Заднее крыло идет с усиленным кронштейном, так как на нем с завода крепится сиденье, которое должно выдерживать вес взрослого человека, поэтому на этот багажничек можно закрепить пару десятков килограмм. Викторовичу главное, чтобы сюда можно было закрепить полный мешок, или мусора, или денег, но это уже когда как получается. Если вдруг все деньги не поместятся в мешок, то будем ставить еще и сюда. Спинку сиденья еще немного укорачиваем, для ретро, она очень длинная. Сделали вот такой коврик. Все в притирку, теперь сквозняк не страшен. Ну что, ребята, испытаем крышу, как и полеты в космос, протестируем сначала на животных. Друзья, не нравится еще Викторовичу то, что под стеклом просто лист жести, кажется, что что-то не хватает,
можно было бы сделать вот такой воздухозаборник, как у Москвича 412, чтобы летом, если хочешь, с ветерком, или может что другое посоветуйте. Ждем ваши предложения и замечания в комментариях. Следующая серия скорее всего будет последняя. Как всегда, Викторович пока доделывает один проект, уже мыслями в голове о другом. Приветствуется лайк, подписка и комментарий, а также жмите на колокольчик, так вы не пропустите следующую серию. Ну а на этом пока все, до скорой встречи, пока-пока.